Привет, привет! С вами Алена. Для вас сегодня просто супер огненный контент. И это клиентка, которая пришла к нам в салон, и я просто отобрала ее у мастера, потому что это была вообще моя мечта. Я так хотела такие ногти, чтобы пришли, чтобы разобрать, что же с ними не так. Но самое прикольное, что владельцу ногтей, в принципе, все устраивало. Она сказала, что ей нравится, когда они попрочнее и потолще, чтобы не ломались. Ну и, конечно, она немножко переходила. Потом она заметила, что коррекцию, точнее, обратила внимание на то, что коррекцию она делает сама себе. Но, правда, да, толстовато. 5 миллиметров. Факт. Я взяла микрометр. Это специальный инструмент, который меряет толщину. А 5 миллиметров, 5,5 миллиметров – это полсантиметра, чтобы вы понимали, то есть это очень-очень много. И какое-то время мне пришлось потратить на то, чтобы объяснить, почему не нужно делать такие толстые ногти, и что эта толщина никак не влияет на носибельность покрытия. А потом ушло очень много времени на снятие, но, слава богу, я взяла фрезу с черной насечкой, и все-таки это было быстрее, чем если бы была синяя или, не дай бог, красная. В общем, коррекция она делала себе сама, потому что когда-то давно она училась на маникюр, но мастером так и не стала, а вот себе делать любит. И тут у нее был и гель, и полигель, и база, в общем, все, что там только не было. Но знаете, что самое интересное? А это, да, кстати, один был свеженький, но не просохший. Самое интересное заключалось в том, что ногти-то у нее не клюющие, в общем-то, подклевывают, конечно, но не настолько, насколько это похоже на клювы на фотографии. И большой палец один она вот свежий делала, она пыталась сделать дизайн, но она не смогла, поэтому она пришла к нам, она говорит, я что-то сама не знаю, как это сделать, давайте лучше вы. В общем, посмотрели мы ногти, поняли, что здесь у нее есть пропилы. И знаете, почему были пропилы? Не потому, что она там что-то неправильно делает, а потому что она, точнее, она делает неправильно, но не то, что вы могли бы подумать. То есть у нее неверная постановка фрезы по причине того, что она предыдущий материал до конца не снимала, и из-за этой горки просто не могла правильно разложить фрезу на ногти. Вот такая вот интересная штука. Но не так страшные пропилы, как про них говорят. Вот честное слово, я их вот не боюсь. И было время, когда я совершала пропилы, и себя нет-нет, бывает пропилишь. Я думаю, мастера, которые делают маникюр себе сами, это, умеют и практикуют. Я думаю, что я не одна такая, потому что когда работаешь левой рукой на правую, всякое, бывает. Ну ладно. Кто не без греха, тут пусть первый кинет в меня камень, по-моему, так нужно говорить. Ну ладно, в общем, мы все, что снималось, мы сняли до самой тончайшей подложки, убрали все отслойки, поняли, что на ногтях полный раскардаш, и еще я почему-то решила, что в этот день я буду работать ножницами. Не знаю, почему я так решила, но, в общем, был запланирован выход из зоны комфорта. Но не такой уж он был некомфортный, потому что ножницы я, конечно же, взяла не бонусские, они есть у нас в рабочих наборах, у нас работают на них девочки, то есть у нас не все кусачечники, кто-то твизеры, кто-то ножницы, и что-то вот мне захотелось именно на них. Нормально я справилась, прекрасный получился срез. Единственное, что мне длина самих ножничек немножко коротковата, ввиду того, что у меня рука большая, поэтому нужно брать чуть-чуть побольше, это немножко другая модель. В общем, дорезали, шлифуем желтым бутоном или можно шариком, кому чем удобнее. И сейчас будем делать практически невозможное, потому что дизайн, который она принесла, он был сложный и многослойный. Тут я, кстати, ей объясняла про пропилы и как поставить правильно фрезу, рассказала, как чинятся вот подобные трещины. Обратила внимание на то, что, несмотря на большую толщину, ногти все равно во многих местах потрескались. Это и является доказательством того, что большая плюшка геля не гарантирует вам стопроцентную носибельность, а все-таки ноготочки должны быть пряменькие, и тогда все будет хорошо, и не нужно будет полтонны геля. Тут мы немножко распилим трещины, я срезала то, что торчало пряморежущими, что-то пришлось отрезать совсем, что не было смысла спасать, а что-то мы немного зачиним. В общем, тут прям целая сборная солянка, по-моему, у нас получилась. Это не маникюр, а такое комбо X2. Просто вот все, поднятие клюющих, сложное снятие, трещины, до наращивания. Вот все прям здесь было в этот день. Сразу хочу сказать, просидела я с ней достаточно долго. А делали мы 9 ногтей, потому что 10-й у нас в отпуске. С ним случилась неприятность, она его сломала, выдрала прям
с мяской, как она сказала, и мы пока его просто немножечко подзачистили, но динамика хорошая, она говорит, раньше было хуже, отрастает, все отлично, но мы его пока оставляем на каникулах, пусть он у нас проветривается, спокойно отрастает, нет смысла наращивать тут на пол ноготочку, ему будет сложно, тяжело, и зачем проверять судьбу. В общем, зачистка стандартная, по стандартной схеме. Оставляем пальчик в покое и переходим к подготовке ногтей. Конечно же, наносим праймер. У меня всегда бескислотный. И начинаем смотреть, куда же растут наши пальцы и куда смотрят ногти. И по оси понимаем, что в разные стороны наши пальцы торчат и смотрят. И, конечно, наша первостепенная задача сделать так, чтобы они хотя бы стремились в одну сторону. Я не говорю прям супер кардинально поменять, мы будем стараться, но упор будем делать на то, чтобы направить ногти примерно в одну сторону, чтобы выглядело это все более или менее органично. Работать я буду прозрачным полигелем. Потому что у нас необычный дизайн, он содержит в себе много слоев, и она принесла даже с собой мастер-класс, который я обязательно повторю в точности, как там показывалось на видео. Получится, конечно, не в точности, потому что рука у всех по-разному берет, но мы будем очень стараться. В общем, поэтому полигель у нас именно прозрачный, а не цветной, хотя я бы предпочла камуфляж, но что не сделаешь ради клиентов, тем более тут ожидается прям вау-эффект. И честно, я на этом дизайне так немножечко подвспотела, хотя, казалось бы, ничего такого сложного, но просто слой за слоем много нюансов. Мы пересматривали мастер-класс, чтобы повторить ровно как хочет она, потому что для нее было важным именно скопировать тот мастер-класс из интернета. Ну а мы пока тут немножко донаращиваем, а на соседнем пальце вы видите, как я выложила полигель, а часть ноготочка там торчит изнутри. Да, такое бывает, просто нам не нужна эта длина, поэтому я решила не докладывать, потом фрезой просто снесу лишнее, потому что нам в любом случае изнутри пилить, все убирать, в общем, работы будет много. Часто бывают вопросы про циркуль, что это я с ним такое делаю, как с ним нужно правильно работать. Тут все очень просто. Указательный и безымянный пальчик у нас обычно одной длины, а средний и большой на миллиметр, другой побольше, а мизинчик чуть меньше. А циркулем просто очень легко отмечать место, докуда нужно спилить, и легче ориентироваться по длине, чтобы на выходе они все были органичные и красивые. Средний должен быть всегда длиннее, потому что он, как правило, шире, и чтобы он не казался толстеньким, мы его делаем чуть-чуть подлиннее. Это такие вот правила ногтевые. А мы переходим к нашему дизайну, и первый слой – это блестящий вот такой фольгированный гель, который мы будем накладывать растяжкой от кутикулы. А дальше начнется магия, потому что мы берем блестки, замешиваем их в базу, добавляем туда битого стекла. В общем, всего, чего найдем, мы туда добавляем. Потому что мне нужно из золотого сделать очень блестящий золотой. И там на мастер-классе было именно так. То есть подложка из фольгированного золотого и дальше самозамес из разных самых искрящихся блесточек. Тут прям я выгребла все свои закрома, все, что у меня там было разного интересного. Нанесла, просушила, и теперь, я не поверите, создаю дымчатую черную базу, такую умеренно черную. И ее я должна растянуть только в серединке. То есть не доходя до свободного края и до кутикулы. И уже сейчас мы видим, насколько это красиво получается. Прям очень интересный эффект вот этого золота и немножко черного. Но, конечно, на этом мы не остановимся, потому что там есть продолжение, там еще много-много слоев. По технологии в мастер-классе на черную базу мы делаем растяжку из блесток. А дальше мы берем молочную базу, которую тоже будем растягивать, но уже на свободный край. Стараюсь сделать все максимально плавно. Использую подручные средства, разные кисточки. Главное, чтобы все было органично. И дальше мы берем прозрачный гель, вы не поверите, и все это теперь выравниваем и укрепляем. Тут действие 2 в 1, потому что ногти все равно имеют длину.
Изначально они были хоть и с полигелем, но достаточно тоненькие, а так как наша клиентка, которая пришла, она еще живет за городом в своем доме и даже чистит снег, в общем, тут просто будет самый настоящий краш-тест, поэтому решили еще сверху и твердым гелем закатать. Естественно, техника будет опильная, потому что много слоев, они где-то есть неровные, и чтобы все точно получилось красиво, мы опиливаем. Работы было немало, как говорится в знаменитых мемах, но это еще не все. Она сказала, что ей нужны еще сверху разводы из вот этих самых акварельных капель или из акварельки. В общем, мы тут капали, растирали, прорисовывали, и что мы там только не делали. И, честно скажу, первый вариант ей не понравился, поэтому мы его стерли и потом сделали второй. То есть даже не с первого раза у нас получилось угадать то, как она хочет, но в итоге мы добились желаемого результата. И ногти получились просто космические. Я потом смотрела и думала, ну надо же, как круто, надо же обалдеть, как это красиво выглядит. С другой стороны, они, кстати говоря, просвечивали, и мы решили дополнить это блестящим топом. А вот почему бы и нет, да? То есть праздник теперь у нас будет с двух сторон, и изнутри, и снаружи. И колечко так замечательно подошло, и вообще вышло просто шикарно. Несмотря на то, что всего 9 ногтей, потому что 10 у нас в отпуске. Вот наш итоговый результат. Вот так это выглядит, очень многослойно, 3D. И вот на фотографии, может быть, в статике будет даже чуть понятнее. Ну а с вами была Алена. Пока-пока, до новых встреч. И не забывайте поставить лайк и подписаться, мне приятно. Смотрите, какая красота. Это, кстати, были новогодние у нее наготовили. Пока-пока.